Привет из Хургады! Я продолжаю искать хорошее «Все включено» в Египте. И сегодня я приехала в отель Пик Альбатрос Альф Лейла Валейла. Этот отель мне не раз советовали многие подписчики, но изначально я не хотела сюда ехать. Чуть позже я расскажу вам почему. Но я прислушалась к мнению бывалых туристов, почитала отзывы и удивилась, насколько высокий у него рейтинг. Мне интересно, чем же он так привлекателен? Давайте посмотрим, хорошо ли здесь отдыхать. Четырехзвездочный отель Пик Альбатрос Альф Лейла Валейла находится в 12 километрах от аэропорта Хургады. Он открылся в 2000 году. Его поддерживают в отличном состоянии. Например, в 2023 году здесь частично обновляют номерной фонд, один из ресторанов и главную сцену. Название отеля Альф Лейла Валейла переводится как «1001 ночь». И он действительно похож на арабский дворец из знаменитого сборника восточных сказок. Здесь можно сделать очень красивые фотографии. Отель Альф Лейла Валейла состоит из 566 номеров. Они расположены в двухэтажных корпусах. Приятно, что почти у каждого корпуса есть собственный тихий дворик с бассейном. В номерах и на всей территории работает бесплатный Wi-Fi. Стандартный номер на двоих по системе «Все включено» обошелся в $100 за ночь. Давайте его посмотрим. Мой номер выглядит просторным, и заметно, что недавно здесь был как минимум косметический ремонт. Все выглядит очень свежо и красиво. Тут зеркало в полный рост, есть кондиционер. Заметно, что мебель старенькая, но при этом очень ухоженная. Выглядит вообще здорово. Это шкаф, тут отделение с полками, бесплатный сейф и отделение с вешалками. Вешалок здесь много. Халатов и тапочек в номере нет. В этом номере 2 кровати. Постельное белье здесь видно, что не старое, оно без пятен, беленькое, приятное. Между ними стоит столик, на стенах я вижу картины, позаботились об интерьерных мелочах, это приятно. Напротив кровати большой телевизор, тут еще одно зеркало, и это уголок мини-бара. В мини-баре только вода, ее пополняют каждый день. Здесь уголок для приготовления чая и кофе. Есть чайник, стеклянные, а не одноразовые кружки. Чай, кофе – это тоже пополняют ежедневно. Здесь кресло со столиком, кстати, кресло тоже чистое, и выход на балкон. Балкон у меня просторный, такой очень приятный. Здесь зона отдыха, есть сушилка для белья. В Египте это такая редкость, просто счастлива. Тут такой навес от солнца и видно тихий бассейн. Здесь вообще тишина, полный релакс, есть даже джакузи. Супер! Отель Альф Лейла Валейла является частью огромного резорта Пик Альбатрос Неверленд. Инфраструктурой соседних отелей Джангл Аквапарк и Water Valley Resort можно пользоваться без ограничений. Тут все общее. Каждый из 3 отелей построен в уникальном стиле. Альф Лейла Валейла напоминает Восточный дворец. В отеле Джангл прослеживается тема джунглей, а Water Valley – это царство детства и веселья. В основном бассейне отеля Альф Лейла Валейла проводят самые разные активности. Тут и акваэробика, и водное поло, и батуты. Для детей всегда найдется веселый уголок с горками или играми. Для любителей спокойного отдыха есть тихие бассейны с гидромассажными отделениями. Анимация в отеле активная и интересная. Помимо стандартных активностей, к которым мы привыкли в отелях Египта, есть что-то необычное, например, флайборд, пенные вечеринки и так далее. Для детей тут и вовсе настоящий рай. На территории Пик Альбатрос Неверленд работает мини-клуб, в котором с утра до вечера с детьми играют и занимаются. А лобби отеля Пик Альбатрос Water Valley напоминает магазин конфет. Только за чупа-чупсы платить не нужно. Безлимитные игры в приставку, кинотеатр с попкорном и сладкой ватой,
школа рисования для всей семьи. Все это бесплатно. Из спортивных развлечений есть настольный и большой теннис, футбол и баскетбол, современный тренажерный зал. За дополнительную плату можно посетить спа-центр и поиграть в бильярд. А вот семейные велосипеды бесплатные. На территории отеля работает огромное число сувенирных лавок, а в 10 минутах ходьбы находится лучший торговый центр Хургады – Сенза Молл. Это еще не все. В отеле есть собственный музей, посвященный Египту. Тут главные достопримечательности страны в миниатюре и интересные экспонаты. За вход, конечно, платить не нужно. Приятно, что надписи на табличках и краткая история дублируются на нескольких языках, в том числе и на русском. На территории резорта 18 баров. В них предлагают соки, лимонады, египетский алкоголь, коктейли, чай, холодный и горячий кофе. С 11 до 17 часов туристов угощают мороженым, а в 6 снэк-барах предлагают фастфуд. Гости отеля Альф Лейла Валейла могут без ограничений посещать знаменитый аквапарк Джангл. Это самый большой комплекс водных развлечений в Египте. 51 горка для взрослых и 53 для детей. На самые высокие горки не нужно забираться по лестницам и таскать круги на себе. Тут работают лифты. В детской зоне есть горки для малышей и для ребят постарше, а также батуты, веревочный городок, водные пушки и многое другое. В аквапарке есть аттракционы разной степени экстрима, от спокойных семейных до горки с эффектом прямого падения. Очередей в аквапарке в мой заезд не было. И это несмотря на то, что многие туристы проводят тут целый день, обедая в снэк-баре. Если вы впервые на моем канале, то загляните в видеозаписи. Там вы найдете обзоры многих отелей в Египте, Турции, Эмиратах, Таиланде и других странах, а также полезные советы для путешественников. Я уверена, что вам понравится и вы захотите подписаться. Развлечения в отеле Альф Лейла Валейла и во всем резорте Пик Альбатрос Неверленд проходят с утра до позднего вечера. Каждый день предусмотрено что-то интересное. Для детей обязательно проводят мини-диско, которое плавно перетекает в интересное представление с участием мультяшных персонажей. В бассейне появляются бесплатные мини-гидроциклы, а по территории курсирует паровозик. Правда, взрослых в нем обычно больше, чем детей. Еще одно любимое место маленьких туристов – бесплатный парк аттракционов. Впрочем, взрослые тут тоже активно развлекаются. Тут есть автодром, батуты, крутящиеся карусели и другие интересные аттракционы. Настоящее царство веселья. Главная фишка отеля Альф Лейла Валейла – шоу Неверленд, которое раньше называлось «1001 ночь». Сюда за деньги возят туристов из других отелей. Но если вы остановились в Лейле, то один раз за время пребывания можете посетить его бесплатно. Вас ждет вкусный ужин и красочное представление. Помимо этого шоу для туристов есть живая музыка, танцы и так далее. Поговорим о питании. В комплексе Пик Альбатрос Неверленд 12 ресторанов. Туристы могут посещать их без ограничений и предварительной записи. Сначала посмотрим завтрак. По утрам открыты не все рестораны. Ассортимент в них похожий. Горячие блюда примерно такие же, как в большинстве отелей Египта. На открытой кухне готовят омлеты и блинчики. Все, что заканчивается, пополняют своевременно. Я заметила, что здесь используют качественные продукты. На шведском столе предлагают как привычные европейские блюда, так и египетские.
Проблем с посудой и столовыми приборами никогда не возникает, даже во время ужинов. Официанты быстро убирают грязную посуду со столов, в том числе и рано утром. Набор овощей, холодных закусок, фруктов, йогуртов и сладких блюд на завтраках повторяется ежедневно. Меняется лишь часть горячих блюд. Из фруктов в ноябре были гранаты, апельсины, грейпфруты, яблоки, финики, дыня и бананы. Отмечу, что в отделе с булочками всегда есть горячая выпечка. Ее готовят прямо в зале, в том числе круассаны и египетские лепешки. Напитки можно заказывать за столиками или брать в баре. Есть свежий сок из дыни, пакетированный сок, чай и кофе. Выбор еды показался мне не слишком большим, но все блюда были вкусными. Не хватило, пожалуй, только кофеварки с капучино. Шведский стол во время обедов и ужинов не отличается по числу блюд. Разница только в том, что днем работают лишь основные рестораны, а вечером все 12. Вы можете пойти в любой. Во всех ресторанах и днем, и вечером одинаковый набор овощей, солений и холодных закусок. Десерты на обедах и ужинах могут быть разными, но их число обычно не меняется. Набор фруктов всегда один и тот же. В ноябре были яблоки, хурма, бананы, гуава, апельсины и финики. Во время обедов и ужинов всегда готовят пасту на заказ. Удобно, что некоторые рестораны по вечерам заранее выставляют меню основных блюд на каждый день недели. Так, во время прогулки вы можете заранее решить, где интереснее поужинать. В отзывах об отеле бывалые туристы пишут, что они и вовсе берут тарелку в первом ресторане и затем переходят из одного в другой, пока не соберут самое вкусное. Где-то точно найдешь баранину, где-то креветки. Но я предпочитала обедать и ужинать только в основном ресторане отеля Альф Лейла Валейла, чтобы оценить разнообразие блюд. На мой взгляд, с этим тут полный порядок. Выбор не самый большой, но если чего-то вдруг не хватило, то всегда можно уйти в другой ресторан. Говядина, баранина, курица, рыба, морепродукты – это на шведском столе есть всегда. Отель Альф Лейла Валейла находится на второй береговой линии Красного моря. С 8 утра до 5 вечера на пляж курсирует автобус каждые 20 минут. Мест всегда достаточно. Ехать примерно 7 минут. Пляжные полотенца выдают в отеле. Изначально я не собиралась ехать в отель Пик Альбатрос Альф Лейла Валейла, потому что он находится на второй береговой линии, а я стараюсь не делать обзоры таких отелей. Но подписчики и туристы в отзывах убедили меня, что вторая линия совсем не напрягает. Я поверила и приехала сюда. И действительно оказалось, что на пляж попасть очень легко. Пляж тут очень комфортный, он такой широкий и хорошо оборудованный. Пляж считается одним из лучших в Хургаде. Здесь приятный песочек, много лежаков и зонтиков, места достаточно, все здорово, всем всего хватает. Лежаки здесь деревянные, матрасы мягкие, зонтики соломенные. Здесь есть несколько вариантов захода в море. Есть плавный, который будет комфортен для купания даже с маленькими детьми. Есть пирс, с которого можно посмотреть риф. Специальные тапочки для захода в воду не нужны, дно здесь комфортное. Также на пляже есть вся необходимая инфраструктура: души, туалеты, кабинки для переодевания, бар с напитками и снэк-бар с закусками. Этот просторный пляж делят между собой 4 отеля: Дана Бич, Альф Лейла Валейла, Джангл Аквапарк и Water Valley Resort. Я ни разу не видела, чтобы были проблемы с местами. Лежаков и зонтиков тут много. Риф тут не очень красивый, но рыбки интересные. Правда, вода часто бывает немного мутной.
На этом пляже установлена сетка от акул. Отливы тут бывают, но это не критично. Большое спасибо всем, кто советовал мне отель Альф Лейла Валейла. Я отлично провела здесь время и поняла, за что его так хвалят. Мне кажется, это просто отличный отель для отдыха с детьми и для молодежи. Если вам интересен еще какой-то отель или вы знаете название мест, где точно хорошо, пожалуйста, поделитесь названиями в комментариях. Я уверена, что я когда-нибудь заеду туда на обзор, и многим это понравится. Как и всегда, в описании под видео я оставила для вас ссылочку, по которой вы можете проверить цены на туры в отель Альф Лейла Валейла, а также краткое описание этого отеля. Ставьте лайк, если любите отдых в Египте. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересных выпусков.